Когда рыбаки напрягались под тяжестью своего таинственного улова, они и понятия не имели, что каждое их движение тайно записывается. Огромное существо, которое они тащили обратно в порт, было не похоже ни на что они когда-либо видели, и их изумление вот-вот должно было перейти в леденящий душу ужас. Они и не подозревали, что кадры, которые они невольно отсняли, разнесутся по всему миру. Рик тянул изо всех сил вместе со своими коллегами. Пот стекал у них со лба, а руки были покрыты ожогами от веревки. Они вытаскивали то, что казалось им самым большим уловом в их карьере, поэтому боль или дискомфорт не имели для них значения. Они не сводили глаз с приза и... Боже, какой же он был большой! Морские волны бились о борт лодки, когда поднялся ветер. Они тянули на полной мощности уже по меньшей мере 10 минут, но гигантское существо энергично сопротивлялось. Он сопротивлялся. Он даже ударил хвостом по лодке, из-за чего рыбаки чуть не упали. В какой-то момент Рик понял, что они никогда не смогут поднять эту штуку на борт. Им нужно было придумать что-то еще. Рыбаки решили, что лучше всего вытащить существо на берег за лодкой. Оно постепенно теряло силы от постоянного сопротивления, так что сейчас был самый подходящий момент. Рик быстро отдал приказы своим людям, и вскоре они уже возвращались на сушу, а гигантское существо следовало за ними по пятам. Если бы только рыбаки знали, во что они ввязываются. Рик знал, насколько значительным может быть этот улов, поэтому он позаботился о том, чтобы все его сотрудники не говорили ни слова об этом, пока не узнают, что именно они поймали. Он запретил им делать фотографии, снимать видео и отправлять текстовые сообщения своим супругам и друзьям. Это должно было оставаться в секрете как можно дольше Бонле, но он ничего не знал, а слухи уже ходили по округе. Рик не мог поверить в то, что увидел, как только они достигли береговой линии. Весь причал был заполнен журналистами и людьми, желавшими увидеть таинственное существо. «Подождите! Пока не причаливайте!» Он крикнул своему капитану. «Кто из вас нарушил свое обещание?» Рик сердито закричал на своих людей. Но никто из них, казалось, не знал. Гнев и разочарование охватили Рика, когда он сердито посмотрел своим людям в глаза. «Я не могу поверить, что мои собственные люди вот так предали мое доверие», — сказал он со вздохом. «Как, черт возьми, они узнали о нашем улове?» Один из его людей шагнул вперед с телефоном в руке. «Сэр, я думаю, вам нужно это увидеть». Рик не мог поверить своим глазам. На видео было видно, как он и его люди пытаются вытащить гигантское существо из воды. Видео явно было снято с борта его лодки, возможно, даже с беспилотника. Как он мог это пропустить? Рик вздохнул. «Я должен извиниться перед всеми вами. Это явно не ваших рук дело». Внезапно существо снова начало двигаться. Оно пыталось плыть в противоположном направлении, и в нем было столько силы, что оно даже заставило лодку двигаться. Рику нужен был новый план. Им пришлось подогнать лодку с краном на крыше, чтобы они могли вытащить существо из воды. Рик ни за что не позволил бы своей лодке причалить. Они были бы окружены прессой. Рик вызвал по рации другую лодку, чтобы ему помогли. И через несколько минут они пытались обмотать тросы вокруг существа. Они сделали все это за лодкой, надеясь оградить существо от еще большего воздействия. Меньше всего они хотели, чтобы в интернете появилось больше видеороликов. К сожалению, эта часть их плана провалилась. И провалилась с треском. Пока они усердно поднимали существо, к причалу подходило все больше и больше людей. И это было не единственное место. Рик видел, как слева и справа от него проплывали маленькие лодки, заполненные людьми. «Сэр, есть несколько видеороликов с этим существом, которые стали вирусными. Мир охвачен безумием. Что нам делать?»
— закричал один из его людей. Рик почувствовал, как сильно забилось его сердце. Все оказалось еще хуже, чем он себе представлял. Он знал, что все запаникуют, как только увидят это существо. Это было нечто, чего Рик никогда раньше не видел за всю свою карьеру, и он был уверен, что не он один такой. Мужчины. Он должен был держать людей подальше от этого существа, несмотря ни на что. «Дик, Кевин и Грег, идите в спасательные шлюпки и постарайтесь удержать другие лодки как можно дальше», — крикнул он своим людям. Он посмотрел на существо и увидел, что оно почти полностью поднято из воды. Рик невольно ахнул, пораженный размерами существа, поскольку оно оказалось даже больше, чем он думал. Существо дико металось, пытаясь убежать от лодок. Оно было в состоянии паники, что было понятно. Оно было окружено двумя большими лодками, и сотни людей смотрели на него. Кран медленно перетаскивал существо на другую лодку. Рик знал, что не может отойти от существа. Ему пришлось перебраться и на другую лодку. Лодки стояли очень близко друг к другу, но просто перепрыгивать с одной на другую было очень опасно. «Рик, не мог бы ты переправить меня на свою лодку?» – спросил он по рации. «Нет, это невозможно», – быстро ответил он. Но Рик не принял «нет» за ответ. Он направился к другому борту лодки, готовый прыгнуть, рискуя жизнью. «Сэр», — сказал один из его людей, зная, что собирается сделать Рик, — «оно того не стоит, сэр». Но было уже слишком поздно. Рик со всех ног бросился через всю лодку и, не раздумывая, прыгнул. Оказавшись в воздухе, Рик слегка запаниковал. Но, к счастью для него, ему удалось благополучно перебраться на другую лодку. Когда Рик закрепился на новой лодке, к месту происшествия слетелась толпа представителей СМИ и правительства, и их вопросы, как шквальный огонь, были направлены на усталого рыбака. Среди этого хаоса Рик и его команда, все еще не оправившиеся от недавнего испытания, изо всех сил старались сохранить самообладание, и каждый вопрос усиливал растущее напряжение и неуверенность. Правительственные агенты, суровые и непреклонные, быстро оцепили этот район, образовав барьер между безжалостными СМИ и загадочным существом. Когда они увели публику, завеса секретности окутала причал, усиливая атмосферу таинственности и заставляя рыбаков гадать о судьбе своего рыболовного судна. Теперь же в центре пристального внимания оказался шквал вопросов от правительственных чиновников. Инструменты. Их тщательные расспросы требовали подробной информации о поимке существа. Серьезность ситуации давила на него тяжелым грузом, и каждый ответ казался ему шагом вперед в разворачивающейся непостижимой драме. Группа ученых, оснащенная множеством инструментов и настроенная на срочный лад, быстро взяла ситуацию в свои руки. Они соорудили временную лабораторию вокруг существа, скрывая свою деятельность в тайне, в то время как Рик и его команда могли только наблюдать со стороны, их роль свелась к простым наблюдателям. Чувствуя себя все более отчужденными, Рик и его команда наблюдали, как власти берут верх, а их участие сводится к простым запоздалым размышлениям. Этот сдвиг в сочетании с молчаливым подходом правительства вызвал растущее недовольство среди рыбаков, которые чувствовали себя одновременно оторванными от разворачивающейся в их некогда знакомом порту тайны и причастными к ней. Некогда тихий рыбацкий городок преобразился за одну ночь. Его улицы теперь кишат репортерами и зеваками, чье присутствие нарушает спокойный ритм повседневной жизни. Местные предприятия, не готовые к такому натиску, с трудом справлялись с нагрузкой, вызванной внезапным вниманием, а их обычная рутина нарушалась из-за непрекращающегося притока любопытных незнакомцев. Преследуемый растущим чувством вины, Рик боролся с непредвиденными последствиями их открытия, чувствуя тяжесть ответственности
перед растущим недовольством местных жителей. Каждый неодобрительный взгляд и шепот критики со стороны его сограждан усиливали его внутреннее смятение, заставляя задуматься о цене их некогда знаменитого улова. На фоне обостряющейся ситуации среди экипажа начало нарастать чувство беспокойства и недовольства. Они чувствовали себя пешками в игре, которая была им неподвластна. Чувствуя, что их эксплуатируют и не замечают, их гордость за выдающийся улов сменилась разочарованием, когда они осознали свою уменьшенную роль и непредвиденные последствия своих действий. По мере того, как беспорядки в городе усиливались, терпение местных жителей истощалось, и их недовольство было направлено непосредственно на Рика и его команду. Обвинения и гнев выплескивались наружу, обвиняя их в бесконечном хаосе, который охватил их некогда мирный город, превратив их триумф в источник раздора. Тяжесть ситуации распространилась за пределы доков, достигнув домов Рика и его команды, где их семьи боролись с тревогой и озабоченностью. Поскольку это существо оставалось окутанным тайной, на общественность обрушилась волна спекуляций, начиная от правдоподобных научных теорий и заканчивая диковинными историями о заговорах. Эта какофония догадок распространилась со скоростью лесного пожара, превратив это существо в источник бесконечных споров и буйного воображения. Средства массовой информации, всегда жаждущие захватывающей истории, с жаром ухватились за загадку этого существа, раздувая сенсацию из каждого аспекта истории. В отличие от ажиотажа в средствах массовой информации, среди ученых и морских экспертов разгорелись жаркие дебаты о значении этого существа. Но без конкретных доказательств их дискуссии продолжались бесконечно, и они не пришли к единому мнению о его происхождении или виде, что только усугубило загадочность и неопределенность. Экологические организации, встревоженные поимкой этого существа, громко высказывали свои опасения, предупреждая о потенциальном ущербе хрупкому балансу морской экосистемы. Порт, когда-то бывший местом спокойной промышленности, теперь оглашался звуками страстной пропаганды и несогласия. Исследовательский центр, ставший ныне эпицентром разногласий, превратился в поле битвы идеологий, когда протестующие столкнулись лицом к лицу с правоохранительными органами. Воздух звенел от напряжения. Страстные крики протестующих вступали в противоречие с жесткими указаниями властей, превращая некогда спокойный район в очаг конфронтации и беспорядков. Несмотря на все задействованное научное оборудование и опыт, это существо оставалось загадочной загадкой, не поддававшейся никакой классификации. Его загадочная природа только еще больше подогрела интерес общественности и ученых, превратив его в символ неизведанных глубин океана. Вызывает тревогу то, что здоровье этого существа начало ухудшаться, а его жизненные силы таять в непривычных условиях содержания в неволе. Это тревожное событие вызвало неотложные вопросы об этичности его содержания и адекватности предоставляемого ухода, вызвав новую волну беспокойства среди всех, кто наблюдал за происходящим. Движимый растущим чувством ответственности, Рик все активнее вовлекался в работу научной группы. Его желание понять и помочь больному существу становилось все сильнее, что побудило его тесно сотрудничать с экспертами в отчаянной попытке улучшить его ухудшающееся состояние. Ухудшающееся здоровье этого существа усилило этические споры вокруг его содержания в неволе. Споры о его праве на свободу и нравственности, вмешательство человека в мир природы вышли на первый план, вызвав бурные дискуссии среди защитников природы, специалистов по этике и о общественности в целом. По мере распространения новостей о бедственном положении этого существа настроения общественности начали заметно меняться.
Сочувствие к этому существу росло, проявляясь в многочисленных призывах к его освобождению. Некогда любопытствующие зрители теперь объединились в общей заботе о его благополучии, призывая ответственных лиц пересмотреть его судьбу. Поскольку состояние существа быстро ухудшалось, научную команду Эрика охватило чувство срочности. В ходе новаторской разработки существо было идентифицировано как представитель вида, который долгое время считался вымершим. И это открытие полностью изменило ход повествования. Это открытие перевело разговор с простого любопытства на тему, имеющую важное научное и экологическое значение. Новость об истинной личности этого существа вызвала волну шока по всему миру, ошеломив как ученых, так и общественность. Осознание того, что такое существо, которое считалось реликтом прошлого, все еще живо, изменило глобальное понимание морского биоразнообразия и его тайн. Среди вихря откровений Рик претерпел глубокую трансформацию. Его осенило значение их открытия, и он осознал огромное глобальное влияние их находки. Это прозрение стало поворотным моментом в его путешествии, глубоко изменив его взгляд на это существо и его место в мире. После того, как была раскрыта истинная природа этого существа, начало набирать обороты мощное природоохранное движение. Рик оказался в авангарде этих усилий, отстаивая идею защиты и сохранения этого существа. Когда стала известна личность существа, в мире разгорелись жаркие споры о его судьбе. Мнения резко разделились. Одни выступали за его возвращение в дикую природу, подчеркивая его право на свободу, в то время как другие выступали за дальнейшее изучение, подчеркивая редкую возможность для научного прогресса. В ходе бурных дебатов Рик выступил в качестве активного сторонника освобождения существа. Однако защита Рика столкнулась с жесткой оппозицией, поскольку корпорации и некоторые правительственные организации настаивали на продолжении содержания существа в неволе. Они настаивали на огромной ценности исследований и потенциальных выгодах, которые они могут принести, что привело к напряженному конфликту между мотивами сохранения и коммерческой эксплуатации. В ответ на эти конкурирующие интересы между Риком, его командой, частью научного сообщества и активистами-экологами сложился неожиданный альянс. Объединенные общей целью, они объединились, чтобы защитить это существо от эксплуатации, отстаивая его право на свободное существование в естественной среде обитания. Этот назревающий конфликт вылился в драматическое противостояние, в результате которого Альянс столкнулся с могущественными корпорациями и правительственными силами. По мере того, как менялся общественный настрой, началась подготовка к потенциальному освобождению существа, вплетенная в продолжающиеся юридические и этические дискуссии. В результате решающего поворота событий выяснилось, что существо принадлежало к редкому глубоководному виду, долгое время считавшемуся вымершим. Это открытие имело решающее значение, резко изменив характер дискуссий и подкрепив аргументы в пользу возвращения существа в его естественную среду обитания. Столкнувшись с растущим общественным давлением и неопровержимыми доказательствами редкости этого существа, был вынесен окончательный вердикт. Существо будет выпущено обратно в океан. Это решение, ставшее кульминацией интенсивных дебатов и пропаганды, ознаменовало значительную победу в борьбе за сохранение природы. Освобождение существа превратилось в глобальное событие, которое транслировалось в прямом эфире миллионам людей по всему миру. За этим событием наблюдал весь мир.
Это символизировало триумф сопереживания и сохранения природы, посылая мощный сигнал о важности сохранения биологического разнообразия нашей планеты. Когда существо наконец было освобождено, Рик и его команда испытали глубокое и эмоциональное прощание. Наблюдая, как существо исчезает в глубинах океана, они размышляли о своем необычном путешествии, его трудностях и неожиданном влиянии, которое они оказали на мир и друг на друга.